Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, у нас грядет 4-й патч Сияющих Дебрей, где нас ожидает масса интересных сюжетных поворотов по типу уменьшения времени восстановления боевого лука при попадании по противнику, долгожданная функция приоритизации сагильдийцев при очереди на прозонку в локации, оптимизация распределения добычи, правки навигатора и многое другое по типу добавления нового показателя в оружейную, крутки баланса, правки и фиксы багов. Всем позитивного времени суток, вы на канале Evilslav, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем, как всегда, с круток баланса. Праведный баланс и его рандомные крутки начнутся с ветки мистических посохов. Средоточие злобы и его способность пустота получит увеличение радиуса действия с 8 до 8,5 метров. Ветка топоров и их страдалец медвежьи лапы неожиданно заиграл не только в ганке, но и в дуэлях, потому решено его забалансить. Его способность острый порез получит уменьшение урона на 6%, что также уменьшит объем восстанавливаемого здоровья. Логика логична. Боевой лук и его способность волшебная стрела, по мнению разработчиков, слишком часто промахивалась, вдумайтесь. А потому было принято волевое решение добавить новый эффект. При каждом попадании по противнику время восстановления способности уменьшается на 2 секунды. А добавить сюда еще и пассивку находчивость, да с прокачанными мастерками и едой, и мы сможем закидывать противника ешками каждые 6 секунд. Я, пожалуй, пойду заранее прокачаю мастерку пулемета до 100. Но на тестовом пока нет данного изменения в описании, по факту же оно работает. Как думаете, это второе пришествие брони солдата? Но с луком? Молоты наносили слишком много урона, даже при использовании способностей на клавише W, которые обеспечивали высокую мобильность, но имели низкий показатель урона в секунду. В связи с этим часть урона была сбалансирована. Q способность могучий размах получит порезку урона в 17%, а W способность землетрясения получит увеличение урона первого и второго ударов на 10%, а урон третьего удара увеличен на 14%. W способность копий внутреннее сосредоточение получит увеличение длительности действия с 4 до 6 секунд, чтобы компенсировать необходимость стоять на месте. Ветка мечей и их W способность парирующий удар получит прежнее время восстановления в 15 секунд, чтобы иметь возможность противостоять сильным способностям оппонентов. Зачем было добавлять 1 секунду в прошлый раз? Шляпа из сказочной чешуи и его способность сверхконцентрация будет праздник. Способность больше нельзя снять. Длительность действия увеличена с 5 до 8 секунд, но в качестве противовеса получает расход энергии в 2% за каждую секунду действия, что по сути ни о чем. Доспехам солдата не дают упокоиться с миром, поскольку на пике на стака они дают огромный бонус. Решено снизить бонус урона за заряд с 9 до 8%. Таким образом, на пике бонус к урону будет составлять 64% вместо 72 прежних. Поскольку пламенный щит все чаще стал использоваться как полноценный скилл в PvP 1 на 1, но он должен быть только вспомогательным по задумке разрабов, а потому длительность его действия будет снижена с 8 до 6 секунд. Ибо нефиг играть так, как того не задумывали разрабы. Ишь, умудрились. Из грядущих изменений нас ожидает новый приступ голосов в голове разрабов. Главный суетолог Альбиона Мишаня хочет заработать побольше плюсиков для своей команды и показать не сделанную работу. Далее поймете, о чем речь. Изменения в системе очередей в регионы. Членам гильдии можно предоставлять новое право – приоритетный доступ. Игроки с этим правом всегда будут находиться в очереди перед игроками, у которых его нет. При входе в регион игроки с приоритетным доступом вытесняют из очереди союзникам с наименьшим приоритетом. Право на приоритетный доступ могут выдавать члены гильдии в соответствии с полномочиями. По умолчанию это глава гильдии и правая рука. Добавлена команда чата /RQ-list для отображения приоритетов групп в континенте в очереди на вход в регион. Можно отобразить только группы из вашей гильдии с помощью команды /RQ-list-guild. Настроить доступ к этой команде можно в меню управления правами гильдии. По умолчанию это право есть у главы гильдии и правой руки. Когда очередь в регионе активна, над персонажем отображается сообщение с информацией при каждом обновлении данных о населенности региона. Больше нельзя встать в очередь в регион, находясь в статичном подземелье. Из статичных подземелий можно пропустить очередь в переполненные регионы, но нельзя войти в них. Примечание: поскольку это обновление выходит в середине сезона, разработчики решили пока отказаться от данного изменения, чтобы не вносить корректировки, способные напрямую повлиять на существующие стратегии и итоги сезона. Они вернутся к этому вопросу позже, возможно.
в рамках более масштабных изменений, касающихся связанности мира и путей сообщения с эсотическими подземельями. То есть данное изменение будет внесено в конце сезона, и то возможно. Изменения в системе навигации игрока. Нажмите правой кнопкой мыши по области на карте мира с зажатой клавишей Ctrl и запустите навигацию к этой области. Кнопка навигация к этой области на карте региона перемещена в нижнюю часть и получила новый значок. Добавлена кнопка «Безопасная навигация» к этой области на карте региона. Оптимизация распределения добычи. Добыча, получаемая в ходе различных игровых активностей, это тема, которая часто вызывает недовольство игроков. Хотя разработчикам необходимо контролировать общий объем получаемой добычи ради сохранения экономической стабильности, они не раз замечали ситуации, когда при достаточно суммарной ценности награды она распределялась между участниками группы несправедливо. Чтобы снизить вероятность неудачного распределения добычи, они изменили соответствующий алгоритм, стремясь обеспечить более справедливое распределение наград между всеми участниками группы. Для корректного учета бонусов от премиум статуса система будет стремиться равномерно распределять ценность содержимого сундуков, сохраняя при этом правило, согласно которому игроки с премиум статусом будут получать примерно на 50% больше добычи. Замечу, примерно, чем игроки без него. Для этого премиум бонус применяется к вкладке каждого игрока в общих бонусных фондах добычи. Это гарантирует, что владельцы премиум статуса в среднем будут получать на 50% больше, не забирая при этом часть добычи у других игроков. Важно отметить, хотя они надеются, что эта система сократит число случаев неудачного распределения добычи, добиться идеального равенства каждый раз невозможно. Придется согласиться, будем справедливы, рандом есть рандом и ситуации разнообразны. Выпадение особо ценных предметов, которые могут доставаться любому игроку, независимо от наличия премиум статуса, почти всегда будут приводить к заметной разнице в итоговой стоимости полученных наград. Кроме того, данная система работает не оптимально, когда большие группы игроков открывают сундуки, рассчитанные на меньшее количество участников. В таких случаях добычи зачастую просто не будет хватать для обеспечения равномерного распределения. Что особенно важно, механизм распределения не увеличит частоту счастливых выпадений, когда игроку достается особо ценная награда. Для этого у нас уже существуют другие системы. Сундуки за выполнение крупных задач, сундуки с высокой редкостью наград и редкая вероятность получения ценных предметов. Эти методы распределения останутся без изменений на данный момент. Разработчики будут следить за новой системой после ее внедрения, чтобы убедиться, что она оправдывает их ожидания, и надеяться, что в ближайшем будущем предоставят нам новые улучшения, касающиеся системы добычи. Далее я просто зачитаю грядущие изменения, правки, патчи и прочее. Нас ожидают такие изменения в системе динамической частоты появления объектов. Система динамической частоты появления объектов Dynamic Spawn Rates представлена в обновлении Пути к Славе, была расширена и теперь охватывает больше игровых элементов. Следующие параметры будут меняться в зависимости от активности сервера: скорость улучшения монстров и сундуков в подземельях открытого мира, частота событий в подземельях открытого мира, скорость возрождения в зонах боссов открытого мира, время появления карт логова босса, скорость улучшения огоньков, виспов, время появления кристаллических существ, скорость улучшения случайных подземелий, скорость улучшения сундуков на путях Авалона, время появления подземелий на путях Авалона. Кроме того, механизм масштабирования стал работать более активно, чтобы улучшить сбалансированный доход в часы пиковой нагрузки и в периоды низкой активности. Изменения в системе Арсенал получат приятную PvE плюшку и достойное расширение в целом. Добавлен новый показатель живучести. Он применяется к групповым подземельям, подземельям Авалона и хардкорным экспедициям. Сбор данных для этого показателя начинается с выходом данного обновления, а его полезность будет со временем возрастать. Изменения в интерфейсе. Поскольку цены на рынке Корлеона в основном зависят от спроса на черном рынке, вклад Корлеона в расчет ориентированной рыночной стоимости предмета был исключен. Вместо этого в интерфейс сведений о предмете был добавлен параметр «Ориентировочная стоимость на черном рынке», чтобы предприимчивые игроки могли легко оценить прибыльность от доставки предметов в Корлеон. Прочие изменения для игроков, атакующих других пользователей во время переноски ящика контрабандиста, теперь действует задержка перед возможностью получения неуязвимости от тайника контрабандистов. Геймпад. Добавлена настройка переключения целей относительно игрока. При переключении целей в качестве точки отсчета используется сам игрок, а не текущая цель. Изменить параметр точка отсчета при выборе цели можно в разделе Геймпад, меню настроек. Исправление навигации игрока. Исправлена ошибка, из-за которой навигация члену группы оставалась активной даже после того, как этот игрок покинул группу. Исправлена ошибка, из-за которой навигация к игроку появлялась снова после смены региона, даже если она была ранее завершена или отменена. Исправлена ошибка, из-за которой навигация к определенному региону не работала в подземелье. Исправление заклинаний. Засада, куртка убийцы. Исправлена ошибка, из-за которой невидимость сохранялась при смене кластера. Очищение, кожаный капюшон. Исправлена ошибка, из-за которой блок характеристик указывал неверный диапазон.
Исправление пользовательского интерфейса. Исправлена ошибка, из-за которой не было возможности искать по категориям журналов и контрактов рабочих в интерфейсе торговой площадки. Исправлена ошибка, из-за которой кнопка настроек интерфейса чата оставалась видимой, когда чат был неактивен. Контроллер. Исправлена ошибка, из-за которой кнопки «Все» и «Только гильдия» в поиске группы были недоступны. Контроллер. Исправлена ошибка, из-за которой не было возможности просматривать статистику игрока через интерфейс рейтингов. В других исправлениях исправлена мобильная версия, из-за которой миссия «Восстание хранителей», победите 30 мобов в статических подземельях хранителей, засчитывала только смертельные удары, а не вклад. Мобильная версия. Исправлена ошибка, из-за которой потеря соединения при входе в игру могла привести к сбою клиента. Xbox. Исправлена ошибка, из-за которой виртуальная клавиатура появлялась при использовании планировщика путешествий с мышью и клавиатурой. Контроллер. Исправлена ошибка, из-за которой можно было взаимодействовать с трупами игроков даже без добычи. Контроллер. Исправлена ошибка, из-за которой взаимодействие с объектами отдавало приоритет близости над направлением, что вызывало проблемы с открытием сундуков. Пишите в комментариях свои дополнения, предложения и вопросы, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться, либо что-то обсудить. К примеру, как вам грядущий патч? Я, если честно, в полном охреневании от порезки медвежьих лап. Их реворкнули, чтобы они заиграли где-то помимо ганга. А теперь, как начали понемногу их использовать, им режут урон, ну и как следствие отхил. Как по мне, мягко говоря, попахивает идиотизмом. А вот от боевого лука я в шоке. Но прокачаю его себе без шуток. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или нет, решать только вам, друзья. Как и подписка на канал, чтобы не потерять меня на необъятных просторах ютубчика. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч.